Приветствую вас всех на своем канале. Продолжаю знакомить вас с достопримечательностями моего родного города Ельца. И вот мы как раз находимся в небольшом скверике. И здесь будет интересная скульптура, памятник, как ее назвать, композиция. Впрочем, вы сейчас все сами увидите. Очень радует вот эта территория, ухоженная, постриженная, интересно оформленная, чистенькая, аккуратненькая. А по правую сторону огромные ели, а за ними скрывается здание, которое сейчас занимает драматический театр «Бенефис». Вы его сейчас увидите. Там был раньше горком партии. Партия была одна в стране. А по левую сторону сейчас здание, тут и мегадент, тут и соляная комната. Очень хорошо оформлена стоянка для машин, вот эти вот надолбы, как я их называю, вспоминая Великую Отечественную борьбу с танками, надолбы, для того, чтобы машины очень близко не подъезжали и оставался проход для пешеходов. Так, театр вы посмотрели, а слева вот как раз здание мегадента. Но я, конечно, хотела показать вам не его. Мы сейчас подходим, и вы сами все увидите. Но все-таки взгляд на мегадент немножко мы бросим небольшой. Прекрасные гортензии. Даже как-то немножко пахнут. И все-таки мы поворачиваем и идем. Смотрите, перед вашим взглядом скульптура. Все-таки назовем ее, наверное, так. Есть ночная подсветка, вы заметили. И эта скульптура изображает кота, скорее всего, персидского, судя по морде и по лохматости. И кружевницу, которая за специальной подушкой для коклюшек, с коклюшками, со сколом самого кружева, держит в руках коклюшки. Это вот как раз, как их называют, в общем, деревянные палочки, на которые наматывают нити, а с помощью этих нитей потом и иголок выплетают кружево. Нитей, конечно, нет, но их можно представить при достаточной фантазии. Просто они были бы очень тонкие, и их просто и не стал скульптор делать. Посмотрим на саму фигуру женщины. И вы знаете, я полезла в всезнающий Google и не нашла ни фамилии автора, ни что-то еще, какие-то данные о самой скульптуре. Я нашла только год установки, 2019, и все. Но зато нашла переписку в ВК, и там ельчане, в общем, кто-то выразил догадку, что это памятник всем елецким кружевницам. Кто-то сказал ничего подобного. Изображена одна конкретная женщина. Памятник установлен на частные средства. И, в общем, это личное дело того человека, который похлопотал об установке этого памятника, и что это изображение какой-то конкретной женщины. И, в общем, еще раз было сказано, что это личное дело того, кто это все установил. Надпись «Соня». Поэтому не буду врать, не буду измысливать. Я не знаю, кому этот памятник, но предлагаю вам немного полюбоваться им. Он действительно интересный. Хотя там были споры и о пропорциях, что фигура не такая, что невозможно, в общем, не соблюдено эти пропорции. И расстояние до подушки не такое оно должно быть. Кроме разве что кота. Кота не тронули, а вот самой кружевнице досталось. И что подушка не такая, и что подставка под подушку не такая.
Я ни разу не кружевница, спорить не буду, просто предлагаю вам полюбоваться на эту скульптуру. И это в память все-таки о том, что Елец действительно кружевной край. И что он славен своим кружевом. Моя бабушка тоже плела кружево. И, в общем, эта вот память, она как раз и сохраняется об этом. А у нас есть две фирмы, которые «Кружевной край» называется, и которая называется «Елецкие кружева». Ну, и, видимо, чтобы не обижать ни ту, не давать никакого предпочтения, установлено вдалеке и от той, и от другой фирмы. Вот. И еще кажется, что, может быть, городские власти специально так это разместили, чтобы как-то, можно было по городу попутешествовать, посмотреть и для туристов, и для всех. Благодарю вас за внимание. До встречи!